Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру Корсары каждому свое, голландский гамбит, прохождение за Гви. Мы сейчас прибыли, получается, обратно уже на Кюрасао, в Вильямсдат, и я предлагаю пойти к Лукасу Роденбургу и получить новое задание. Итак, проходим на второй этаж и заходим, естественно, в кабинет. И, ребята, не забывайте подписываться на канал и, естественно, ставить колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые серии Корсаров. Вас ждет блестящая карьера, капитан. Капитан, это вы. Я не заметил, как вы вошли. Перечитывал послание Рида Ребока, в котором он называет вас покровителем торговцев и божьим бичом пиратов. Никак не меньше. Что скажете? Я бы предпочел остаться просто капитаном, простым, но богатым, Минхер. Ха-ха! Да, Ридеборг скуп. У него этого не отнять. Ну да ладно, меня он более не интересует. Поговорим лучше о вас, капитан. Мне нравится ваша решительность, поэтому я предлагаю вам следующую работу. И не волнуйтесь, на этот раз платить буду и я. Внимательно слушаю вас, Минхер. Мне необходим человек для одного весьма важного дела. Вы неплохо проявили себя в истории с Бальтазавром, так что, пожалуй, да, я могу вам это доверить. Благодарю. Итак, что же за дело? Я не стану объяснять вам сложившуюся ситуацию, однако учтите, дело касается не только моих партнеров, но и всей компании, поэтому вы действительно можете оказать нам большую услугу. Отправляйтесь на Кубу в город Сантьяго и вручите этот пакет прямо в руки Дону Труэльдо Соса. Он крупный чиновник в банке Джеральди и наш деловой партнер. Кроме прочего, ему необходимо передать золото, которое я вам вручу. Полагаюсь на вашу честность, капитан. Минхер, вы сомневаетесь во мне? Отнюдь, поверьте, я бы не завел этот разговор, если бы и не имел к нему причин. Учтите, я сильно затянул с поисками подходящего курьера, поэтому у вас на выполнение поручений будет не более 15 дней. Чтобы не возникло осложнений, я выдам вам краткосрочную торговую лицензию для пребывания в портах Испанской короны. Мое послание должно попасть к адресату в срок. Это очень важно, друг мой, это поможет уладить некоторые недоразумения, имеющие место в последнее время. Поторопитесь, но будьте осторожны, вряд ли это будет похоже на легкую прогулку. Так, есть что-то еще? Почему вы предупреждаете меня, месье Роденбург? Скажем так, это мои личные подозрения. Не беспокойтесь, если вы будете действовать так же уверенно и быстро, как в предыдущем деле, то из вас получится весьма толковый агент компании для специальных поручений. Итак, я должен просто передать этот конверт и денежную сумму банкиру Сантьяго не позднее, чем через 15 дней? Что же, это не выглядит слишком сложным? Подождите, друг мой. Я вижу, не совсем понимаете важной ситуации. Выполнив это поручение, вы меня очень обяжете или очень расстроите, провалив его. И тогда я обязательно найду способ расстроить и вас. Надеюсь, мы поняли друг друга, капитан Шарль де Мор. Даю вам слово сохранить вам хорошее настроение, Минхер. Очень хорошо, теперь берите конверт, эти сундуки и помните о сроках. Да, еще одно, постарайтесь не попасть в неприятности в Сантьяго. Жду вас с хорошими новостями. Отправляюсь немедленно. Итак, ребята, новая запись в судовом журнале. Я буду журнал читать, наверное, уже на улице. Я еле иду. Мне, походу, какие-то предметы всучили. Ладно, ускорю время и выйду отсюда. Ой, а это не эта дверь, что ли? Мне сюда. Ошибочка вышла. Бывает. Бывает. Ну что, я открываю судовой журнал. Кажется, мне предстоит стать агентом на переговорах компании. Лукас Роденбург поручил мне доставить пакет и денежную сумму в отделение банка Джеральди в поселении Сантьяго, что на Кубе. Странно, но его явно терзают некие опасения по поводу предстоящей мне миссии, и объяснять их мне Роденбург отказался.
Стоит поспешить, чтобы уложиться в срок 15 дней до Кубы. И следует внимательно смотреть по сторонам. Ну, понятно, короче, в Корсарах обязательно какая-нибудь жопа, да, она обязательно будет. Просто так на изи редко что и где получается. Хотя пуканожигательные миссии, квесты, они имеют место быть, но будут ли они здесь, и я пока не знаю. Я решил взять корабельный навык. Слава богу, он у меня еще есть. И я ставлю, ребята, естественно, флаг Испании. Для того, чтобы в бухту зайти под ихним флагом и не быть замеченным, не взятым и не расстрелянным фортом. Теперь доплываем до порта Сантьяго и причаливаем. Естественно, надо мысли вслух. Я не видел, сколько время. Надо часов 6 поспать. Много часов спустя. Все отлично. Теперь можно идти к ростовщику. Охрана города. Стой! Кто ты? На каком основании пытаешься войти в город? Офицер, у меня имеется лицензия голландской Вест-Индской компании, так что я нахожусь здесь на законных основаниях. Прошу ознакомиться. Все верно, однако позволю себе заметить, что срок действия лицензии скоро истекает. Она действительно лишь 6 дней. Так что имейте в виду, сеньор. Спасибо, я обзаведусь новой при первой же возможности. Блин, аж заболтался. Так, я ускоряю время. И мне надо пройти в банк. Кто такой? Да блин, я уже вам сказал, кто я такой. Заходим к ростовщику в банк. И надо с ним поговорить. Дайте я угадаю. Вам нужен ростовщик. Прошу вас, капитан, будем знакомы. Я Труальо Соса, здешний ростовщик. Будем знакомы, я Шарль де Мор, капитан корабля Торнадо. Я вот решил заглянуть, познакомиться. И у меня есть к вам вопрос. Что вам угодно? Сеньор, я капитан Шарль де Мор и нахожусь здесь по поручению Лукаса Реденбурга. У меня для вас пакет от него. Подумать только, пакет? Ну давайте его сюда, сеньор. Также сеньор Реденбург просил передать вам вот это. Интересно, значит, он, видите ли, сожалеет. Так-так. Впрочем, сожаления сеньора Роденбурга весьма убедительны. Тут сложно спорить, сеньор, а мне потребуется время для написания ответа. Вас не затруднит зайти ко мне завтра днем и забрать письмо? Переночуйте в таверне, погуляйте по городу, а у нас в Сантьяго есть на что посмотреть. Хорошо, я зайду завтра днем. До встречи, сеньор. Ладно, уходим. Я не вижу смысла просто здесь торчать. Я вас уже где-то видел. Наверное, показалось. Сеньор, подождите, вы, кажется, уронили? Что, Вас оглушили ударом сзади. А офицеры мои типа это не поняли, да? И не заметили, что меня оглушили. Какая встреча! Ты-то нам и нужен! Прости, друг мой, пришлось тебя слегка приложить, чтоб не трепыхался. Понимаю, голова болит. Ничего, пройдет, если успеет. Кто ты? Раздери тебя, черт, и что-то творится. Потише, потише, друг, иначе придется тебя опять угомонить. Мы ведь не хотим, чтобы сюда ломились эти скучные солдафоны, бренча своими ржавыми железяками, так? Надо поговорить спокойно и без шума. Верните мне мою шпагу, сударь, и мы с вами замечательно побеседуем, клянусь бурей. Шустрый какой, нет уж, обойдемся без стали на этот раз. Если расскажешь мне то, что я хочу узнать, возможно, уйдешь отсюда на своих двоих. А будешь мутить воду и шуметь, получишь вот этот милый кинжал в брюхо. Я понятно объясняю?
Так что давай просто, как ты сказал, побеседуем. Молчишь? Хорошо. Значит, мы договорились. Что ты вез от Роденбурга к банкиру? Письмо. Умно, я знаю, что не букет хризантем. Что было в письме, парень? Откуда мне знать? Может, любовное послание? Я не имею привычки читать доверенную мне корреспонденцию. Честный капитан, редкость в наше паршивое время, тем хуже для тебя. А что сказал этот чертов банкир, когда получил пакет? Что у него за дела с голландцами? Так. Торгует контрабандным парфюмом из Франции, полагаю, или баварским коровьим навозом. А ты смелый парень, еще и с чувством юмора. Жаль будет тебя убивать. Гастону бы ты понравился. Впрочем, посиди пока тут, мне нужно кое-что проверить, а Мигель приглядит, чтобы ты не шумел, пока меня не будет. Клянусь, друг мой, а вы пожалеете. Ну-ну, сиди, тихо, герой. И может быть, все будет хорошо. Я нажал быстрое сохранение, потому что надо бежать сюда, брать гарпун и лечилку. Ребята, я уже в этот квест играл, я его очень сложно прохожу, а иногда даже это невыносимо сделать. Я не понял. У меня скрипт сломался. Короче, по-быстрому залезаем в сундук. У меня сейчас скрипт сломался. Открываем предметы. Берем гарпун. Стой, собака. Что за черт? Ну держись, каналья! А тот чувак, кстати, не ушел, как я понял. Я уменьшаю время. Для того, чтобы мне было проще держать бой. Так. Это вообще одно из самых сложных фехтований. Когда я взял гарпун, он толком никакого урона вообще не наносит. И мне приходится, короче, своего вот этого оппонента просто ковырять. Так, есть. Это был финт. Уворачиваемся. Колющий. Так, колющий я ему дал. Еще колющий. Еще. Так. Ну давай. 12, отлично. Я вперед. Я успел. Ага, он встал. Надо пробивной дать. 10, отлично. Если не включать замедление времени, то, я не знаю, у меня не получается ловить все его удары. А тут хотя бы финт другой, и как-то еще можно что-то сделать. Ну и пробую. Пробивным 10. Отлично! Я наконец-то его поверг. У меня осталась одна бутылочка с эликсиром, получается. А этот, походу, просто тут завис. Он вообще, по идее, вот этот челик не должен здесь стоять. Так, время ускоряю, ребята, на 3. Выходить отсюда нет смысла. Этого чувака здесь нет. Игра поломала, скрипт. Без багов никак, конечно. Я предлагаю сейчас подождать немного времени. Мы видим, как в левом верхнем углу у меня потихонечку восстанавливается здоровье. Я не знаю, сколько времени мне надо ждать. Но самое время налить чайку и подождать. Много часов спустя. Прям стремительно бежим вниз. Как можно... Вот так вот. В смысле? Что случилось? Это мои все предметы. Я все забираю, это мое. А отсюда можно выйти? Нет, нельзя. Ну вот, ребят, смотрите. У меня поломалась игра. Тут должен быть тот чел внизу. Он не ушел. Я не могу продолжить. Двери закрыты.
Хотя из сундука я все взял. Как-то так. Сейчас самое главное пробежать как можно быстрее вниз и как можно ниже. Какая встреча. Вот. Ты-то нам и нужен. Вот так дела, а я думаю, что за шум? Мои поздравления, ты ловкий малый. Ловчее, чем ты думаешь, ну а теперь посмотрим, что ты стоишь против вооруженного противника. А надо время уменьшить, а то... Он очень крутой, кстати, ребят. Уворачиваемся, сейчас, чтобы он немножечко выносливости потерял. Так, нормально, давай еще. Отлично. Чтоб он больше не замахивался на меня. Ага, он меня блокирует. А мы это... Блин, он меня рубит. Так, есть. Я ему повредил маленько. Ага, вот так вот. Рубящим давай его. Раз. Два. Ты так и будешь сидеть, что ли? Три. Ну, ковыряю. Кстати, он тоже восстанавливаться может. 11. Да ё-моё. Я не успел. Ты будешь меня атаковывать, нет? Ну, нате, колющий. Я от него просто... Ага, он скрылся. Есть. Да блин, я не успеваю. У меня не проходит финт. Ну давай. Мне финт надо сделать, чувак. Блин. Отлично, финт сделан. Пытаюсь уходить из-под удара. По возможности использую финты, ребят. Но по-другому никак. Все, отлично. Враг повержен. Гарпун, шпагу можно прятать. Теперь надо полностью все свое забирать. Все, отлично. Теперь у меня должен появиться судовой журнал. Мне удалось вырваться, а мой похититель и его помощник мертвы. Мое снаряжение наверняка сложено где-то в доме, надо хорошенько поискать. Жаль, конечно, но я так и не узнал, что тут затевалось. Да черт с ним, мне нужно забрать ответное письмо у банкира, отправляться назад в Вильямсдат, в Сантьяго. Я что-то чувствую себя очень неуютно. Но, блин, я себя тоже чувствую реально, как и Шарль, неуютно. Я не знаю, я сколько часов этот бой пытался переиграть. Блин, я не знаю. Записывал я это очень и очень долго. Итак, выходим в банк к ростовщику, и Вы надо с ним правильно поговорить. сделали, обратившись именно ко мне. Я пришел за ответом месьеру Лукасу Реденбургу. Да, конечно, но я думаю, мы можем обойтись и без письменных условностей. Просто передайте на словах: этот человек должен умереть. Это будет честно, и мы не будем иметь никаких претензий ввиду полученного извинения в звонкой форме, а инцидент будем считать исчерпанным в полной мере. Хорошо, я запомню, сеньор. Что-нибудь еще? Да, конечно. Сказано мною, это воля семьи Джеральди. И, конечно, передайте мои наилучшие пожелания сеньору Лукасу. Попутного вам ветра, капитан Шарль де Мор. Я понял. Прощайте, сеньор Трульо. Ну все, я не вижу смысла тут задерживаться, надо уходить. Эти испанские солдаты меня с этой лицензией уже достали, поэтому перемещаемся на корабль и дергаем отсюда в Вильямсдат на Кюрасао.
вот мы наконец прибыли в Вильямсдад на Наше Кюрасау. дело быть начеку. И я думаю, надо в первую очередь бежать к Лукасу Роденбургу и доложить ему, что у нас произошло. Карьера, капитан. А, вот и вы, капитан. Признаться, я уже начал беспокоиться. А как все прошло? Прошло не без осложнений, но о них потом. Сначала о деле. Сеньор Труильо Соса велел передать на словах следующее. Этот человек должен умереть. Тогда Джеральди будут считать некий инцидент исчерпанным. И то, что это решение, воля их семьи. Должен умереть? Вот так просто? А я не рассчитывал, что все так обернется. Вы прекрасно справились с работой, капитан. А теперь расскажите мне об упомянутых осложнениях. Так, в Сантьяго меня кто-то оглушил. В Сантьяго меня оглушил и похитил какой-то тип. Очень интересовался вашими делами с Джеральди. Мне удалось выбраться, но пришлось убить моего похитителя. Единственное, что я успел сделать, точнее узнать, он упоминал некого Гастона. Что все это значит и кто это, ума не приложу. Бессмыслица похищать вас? Хотя, постойте, Гастон? Кажется, я кое-что понимаю. Сожалею, мой друг, но это уже не ваше дело. Впрочем, если ваша удача вам не изменит, а ваши интересы будут по-прежнему совпадать с моими... Впрочем, неважно, я рад, что вам удалось выбраться. Перейдем к вещам более приятным. Моя благодарность вам выражается не только на словах. Примите мое вознаграждение, вы его честно заслужили. Наше сотрудничество принесет неплохие плоды. Именно, мой друг, именно. Из вас может получиться отличный агент компании, если мы продолжим сотрудничать. А теперь идите и передохните немного после этой безумной гонки. Вы целиком и полностью оправдали мое доверие, и я это ценю. Но время не ждет, и я буду очень признателен, если вы вернетесь через неделю. Наши дела далеки от завершения. Можете на меня положиться, Минхер Роденбург. В принципе, все, что ли? Надо выйти только это отсюда и посмотреть, что нам дал судовой журнал. Благодарность Минхера Роденбурга впечатляет, но насчет происшествия в Сантьяго ничего так и не прояснилось. Возможно, в дальнейшем мне удастся узнать больше, а пока у меня есть 7 дней, чтобы провести себя в порядок. Да-да-да, ребята, именно 7 дней для того, чтобы снарядить корабль, команду, хотя нет, ребята, у меня есть кое-какие мысли по поводу следующего задания. Месье Роденбурга, или как его там проще назвать. В общем, короче, ребят, есть кое-какие мысли, как пройти квесты дальше, но об этом мы, наверное, с вами будем подробно говорить уже в следующей серии. Я еще раз напоминаю вам, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новые серии. А мы с вами увидимся в следующей серии, не переключайтесь и всем пока!